Ирина Безрукова была дважды замужем. Первым супругом артистки стал коллега Игорь Ливанов. В браке у них родился сын Андрей. Юноша скоропостижно скончался в 2015 году. Во второй раз Ирина вышла замуж за Сергея Безрукова. Пара актеров считалась одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе. Но у них не родились дети. В 2015 году они расстались. Личная жизнь Безруковой часто интересует поклонников и журналистов. Актриса редко дает откровенные интервью. Если заглянуть сейчас в мой внутренний мир, он подобен картинам Николая Рериха. Плавнее очертания горы, немного воздушной дымки. Минус, поделилась актриса. Безрукова отмечает, что с годами сузила круг общения. Сейчас в окружении актрисы только проверенные люди. Не знаю, как у других, но мне кажется абсолютно нормальным, когда по-настоящему близкими ты можешь назвать всего несколько человек. Даже странно, когда люди называют огромное количество имен и всех считают друзьями. Понимаю, если это приятели, коллеги, товарищи. Я давно не тороплюсь со словом «друг». Зачем? Тем более профессия такая, что жизнь постоянно проходит в движении. То же касается и мужчин из моего окружения. Я пока все больше отшучиваюсь, что кастинг открыт, рассматриваю кандидатуры, но чтобы понять, достойный человек или нет, мне нужно время. А его пока практически нет, очень много работы. Конечно, есть мужчины, готовые ухаживать. Но они же такие, им надо сразу раз, и в дамке, а я не из тех женщин, которые торопятся в отношениях. Поэтому отшучиваюсь. Подруги постоянно пытаются меня с кем-то познакомить. Это так мило и занятно. Вот недавно приятельница, живущая в Америке, прислала мне в подарок специальный чехол с подсветкой для камеры на телефоне. В России такой вещицы пока нет, и она решила передать его со своим знакомым. И между тем мне сказала: «Ты к нему внимательно присмотрись». Я тронута заботой приятельницы, но считаю, что судьбоносную встречу невозможно организовать специально. Она должна произойти сама собой. Минус, признается актриса. Безрукова признается, что ее день распланирован по минутам. Поэтому ранние подъемы для актрисы – привычное дело. Если меня ждет много дел, то просыпаюсь очень рано. Я дисциплинированный, четкий человек и в работе никого стараюсь не подводить. Научилась планировать и знаю, что должна сделать в первую очередь. Своевременно плачу за квартиру, сдаю вещи в химчистку,
чтобы потом не отвлекаться на разные бытовые мелочи. А в выходной будильник не завожу. Это то самое ощущение, когда не надо себя организовывать, и оно расслабляет. Заранее покупаю продукты и могу в принципе вообще не выходить из дома. Сижу в социальных сетях, читаю сценарий, смотрю хорошие фильмы, поведала Ирина. Актриса убеждена, что не стоит злоупотреблять модными косметическими процедурами. Ирина, по ее словам, не прибегала к услугам пластических хирургов. Только рада, что в свое время не пошла за модой и не сделала ничего радикального со своим лицом. Из косметических процедур регулярно делаю аппаратный уход лица, посещаю гидромассажную кушетку. Лежишь на водяной подушке, а тебе еще и какое-нибудь обертывание делают. Расслабляешься полностью. Люблю делать фасциальные массажи. Во время такого сеанса разминаются мышцы, как во время полноценного занятия йогой. Еще обожаю баню. Вода – моя стихия. А вот с регулярными занятиями спортом пока не получается. Бывает, записываюсь на определенное время на тренировку, а возникает необходимость срочно лететь на съемки или на какой-то фестиваль. Я и пропускаю. Опять же, я женщина. И у меня нет цели накачать мышцы или идеальный пресс. Не всем силовые нагрузки подходят, и я в их числе, отметила Безрукова в интервью изданию «Удай». РУ